Всем привет! Тема видео: как проверить передние шаровые опоры на Ниве. Ну, я думаю, вы уже знаете, что там шаровые опоры обе, и верхняя, и нижняя, обе верхние. То есть не так, как на классике, нижняя и верхняя. На Ниве обе верхние. Ну, сейчас я вам покажу. На самом деле видео я задумал более широкой тематики. Проверка шаровых опор — это как бы начало. Возможно, я сделаю его как бы отдельной темой, чтобы оно выделялось в YouTube, а может быть все вместе будет. Вообще видео хочу сделать типа такого отчета. За эти 2,5 года владения этой Нивы я много чего так поменял, отрегулировал, почистил. И хочу показать вам статистику, что в итоге произошло. Ну, например, регулировал тепловой зазор на подшипниках передней ступицы. Ну, разрегулировалось или нет. Например, я ездил с закипевшим двигателем достаточно долго. Какие-то последствия получились или не получились. ДМРВ чистил. Хорошо стало или плохо, насколько хватило этой чистки. Потому что многие, например, вообще считают, что ДМРВ чистить нельзя или бесполезно. Либо хватает ненадолго, там на 1000-2 километров и все. И оно все равно накроется. Я менял помпу, посмотрим, в каком она состоянии. Достаточно много уже машина прошла с этой новой помпой. В общем, очень много нюансов за эти 2,5 года прошло. И получится такая как бы статистика, насколько чего хватает. Там регулировки, чистки и так далее. Плюс еще я масла мешал. Вы знаете, там видео есть. Посмотрим тоже, с двигателем что-то произошло или нет из-за этого. В общем, смотрите, кому интересно. Вот они, шаровые опоры. Вы видите, шаровая опора сверху. И здесь тоже шаровая опора сверху. То есть обе шаровые опоры, как я и сказал, верхние. Как же проверить их состояние? Ну, вариантов много. И в зависимости от того, в каком состоянии находятся шаровые опоры, можно найти эту проблему или не найти тем или иным способом. Если они сильно уже разбиты, то в принципе определить эту причину будет очень легко. Можно даже вообще ничего не делать, прямо в таком состоянии пошатать колесо, и уже можно будет понять, что шаровые опоры разбиты очень достаточно сильно. Если шаровые опоры имеют такой небольшой износ, то таким образом, конечно, не проверить. Нужно делать некоторые подготовительные операции. Сейчас я покажу, какие. Ну, например, если вы решите проверять разбитость шаровых опор вот в таком положении, без всякой подготовки, просто автомобиль стоит на земле. Можно, конечно, попытаться. На классике можно так попроверять верхнюю шаровую опору. То есть вы берете за колесо и дергаете на себя. Но здесь на 100% вы не скажете, что, например, стучит люфт, который вы почувствуете, что он будет принадлежать именно разбитой шаровой опоре. Потому что здесь еще может подшипник, тепловой зазор может быть плохой, люфтить. Подшипники, например, разбиты или еще что-то. Может сайлент-блоки здесь вот на рычагах тоже ходить, давать люфт. То есть на 100% вы не поймете. Конечно, вам будет легче это понять, если второй человек на шаровую опору руку положит, будет смотреть как бы сбоку, наблюдать за ней. И тогда, когда вы будете дергать колесом, возможно, он увидит. Если сильно будет разбито, увидит, что шаровая опора разбита. Для того, чтобы было легче определить, вы можете еще что сделать. Вы можете снять этот колпак, затянуть гайку ступицы до предела, до конца. То есть у вас уже не будет там люфта на подшипниках. Вы исключите этот люфт подшипников. Либо вы можете, например, второго человека посадить, чтобы он нажал на педаль тормоза. И у вас как бы тогда подшипники не будут давать люфт. И еще раз подергать. Здесь у вас останется только два варианта. Либо сайлент-блоки, либо верхняя шаровая опора. Ну, если у вас сайлент-блоки в порядке, вы видите, что там все зашибись, никаких зазоров не может быть, значит, скорее всего, у вас постукивает, дает зазор верхняя шаровая опора. То есть это как бы самый простой способ. Ну, ничего не надо делать. И если вы вдвоем. Конечно, если у вас шаровая опора разбита круто, то вы сразу же почувствуете, стуки тут такие конкретные будут, вы поймете, что это именно шаровая опора. Показываю для новичков.
3 точки, которые могут давать стук люфт. Это вот эти сайлент-блоки. То здесь рычаг может стучать, болтаться. Шаровая опора, 2 точка. И 3 точка, подшипники ступицы, люфт в них. Если вы, например, один, то вы можете вот так же сделать, как я, подпереть педаль тормоза рычагом каким-нибудь и проверить еще раз. Если характер стуков изменится, вы почувствуете, что изменилось что-то, то вполне возможно, что это шаровое. Но я говорю, что в таком положении на 100% трудно определить, но можно. Изменение характера звуков – это если дополнительные звуки ударов давал и зазор подшипника ступицы тоже. Если зазор не давал звуков, то характер звуков не изменится. Остается шаровая или сайлент-блоки. Это если тормоза смогли на 100% исключить ступицу. На самом деле, возможно, звуки продолжает давать только зазор подшипников. Просто этот звук частично изменился за счет прижатых колодок. Либо комплекс всех звуков будет немного изменен прижатыми колодками. Короче, на 100% точно вы не определите в одиночку, что у вас там стучит и какие у вас от чего звуки. Теперь, чтобы было легче, надо просто поддомкратить колесо. Вывешиваем колесо, левое или правое, без разницы. Когда будете домкратить, не забывайте упоры положить под остальные колеса. Вот видите, у меня домкрат пошел неровно, но машина все равно вертикально четко вверх поднималась, потому что у меня там упоры. Ну, неровная здесь земля. Вначале нам нужно будет проверить зазор подшипников передней ступицы, ну, чтобы исключить этот зазор. Как регулировать зазор, я сделал 3 видео, 3 способа. Поэтому, кому интересно, вы посмотрите те видео. Поэтому сейчас я не буду повторяться, сейчас только лишь я проверю. Самый такой простой способ, много способов в ютубе, там и двигатель заводят, чтобы колесо крутилось, и что только не делают. Самый обычный, нормальный проверочный способ такой. Покручиваете колесо, чтобы не было никаких там скрипов, шумов, скрежета. И вот так проверяется. Одна рука на 12, другая на 6 часов. Все. Слышите зазор? Ну, я уже сразу вижу, что это у меня зазор в подшипниках передней ступицы. Надо регулировать. Причем, что интересно, я же сказал, что статистику буду делать. Прошло 25 тысяч километров после той регулировки, которую я делал 2,5 года назад. Ну, почти 25, там где-то 23, 24 прошло, но не суть. Где-то 10 тысяч километров назад я проверял. То есть, получается, на 15 тысяч зазора, который я отрегулировал, его хватило. То есть, не было вот этого стука. И вот последние вот эти 8 тысяч, ну, будем считать 10 тысяч километров, я не проверял. Сейчас на камеру проверяю, и зазор уже появился. То есть, можно сказать так грубо, что регулировки хватило мне тысяч на 20, может на 19. Ну, это не точно, потому что я, говорю, не проверял. То есть, получается, грубо, через каждых 20 тысяч километров, а лучше через 15, надо проверять. Если вы ездите в таких средних условиях, если вы ездите в тяжелых условиях, то тогда надо будет через 10 тысяч километров вывешивать колесо и проверять тепловой зазор. И подрегулировать. Ну, естественно, и сами подшипники надо проверять. Так что вот, смотрим. Уже понятно, что у меня это тепловой зазор. Мне нужно исключить. Либо я нажимаю на тормоза, либо я убираю колпак, затягиваю гайку до конца. Но я выбираю тормоза. Я поставил рычаг на тормоз. Проверяем. Но мне не помогло. Потому что все-таки рычаг не до конца, не до полика педаль надавил. Но, скорее всего, на 100% это и не поможет.
Это, конечно, изменит ситуацию, но не поможет. Поэтому для того, чтобы полностью исключить, надо гайку закручивать до конца. Тогда у нас будет только лишь два варианта зазора. Либо сайлентблоки, либо верхняя шаровая опора. Это когда мы будем так проверять. Но дело в том, что вот так проверять это неправильно. То есть 100% правильно нужно делать по-другому. Для того, чтобы проверить шаровые опоры, нижнюю и верхнюю, на ниве, нужно будет их разгрузить. Как это сделать, сейчас покажу. Это, скажем так, примитивный способ проверки для ленивых. Ну, кому хотя бы хоть как-то проверить. Подставляем пенек и опускаем автомобиль на пенек. Вот таким вот образом. Все. Шаровые опоры у нас разгружены. Теперь проверяем шаровые опоры уже по-настоящему. Это самый правильный способ. Но это только в том случае, если у вас нету здесь абсолютно никакого люфта в подшипниках передней ступицы. Тогда вы сейчас проверите. Но так как у меня тут люфт, я нифига нормально не проверю. Не, ну конечно же я проверю, я почувствую разницу между люфтом подшипников и тот люфт, который еще дополнительно у меня появится, стуки какие-то, шаровые опоры. Но если человек новичок, то он может этого не понять. Либо если там будет совсем маленький какой-то люфт, то есть будет какой-то износ, скажем, не сильно большой в шаровых опорах, то тоже будет тяжело это понять. То есть по-правильному я сейчас должен гайку затянуть полностью и потом уже проверять. Но я проверю двумя вариантами, с гайкой и без гайки. Но в принципе я не чувствую шаровую. Все-таки сейчас я гайку затяну и еще раз попробую. Гаек у меня целая куча всегда с собой. Так что без проблем сейчас сразу же сделаю регулировку зазора теплового. Делается это все быстро. Это на камеру все долго, а в натуре все это делается быстро. Тормоз, передачу, чтобы колесо не крутилось. Все. Затянул полностью. Колесо свободно крутится, подшипник затянут. Ну, видите, колесо все еще крутится. И подшипник у меня в отличном состоянии. Менял я его 2,5 года назад, ну, скажем так, 25 тысяч километров назад. То есть подшипник в обалденном состоянии, ничего с ним не случилось. Только зазор. Ну, зазор это несколько минут, и все нормально. Проверяем. Если вырвет, то можно в серьезную аварию попасть. Поэтому сейчас попробую еще таким образом попроверять. Мне тут, блин, компот неудобно. Был бы асфальт, было бы удобнее, конечно, упор хороший был бы. Шатаю колесо монтировкой. Вы смотрите, там ну, я ничего не почувствовал. В принципе, если что-то было бы криминальное, все равно какие-то стуки были бы.
Все, мертво. Все отлично. Так что все, ездить можно. Остается мне только отрегулировать зазор тепловой на ступице, и все. Люди еще засовывают вот в эти места монтировки, так шатают. Таким вот образом. Но я так делать не буду, мне этого не надо. В принципе, я и так все понимаю. Сюда вот засовывают и шатают. На классике проверяется монтировкой тоже. В общем, кто во что гораст. Я показал, как я проверяю. Ну, вы уже сами решайте, как вам проверять. В Ютубе видео много. В общем, выберите для себя способ, который вы считаете правильным. Иногда в Ютубе рассказывают еще такой один метод замера износа шаровой опоры. Это вы, значит, берете штангер-циркуль и через отверстие, если у вас определенная конструкция шаровой опоры, у нее там есть отверстие, вы через отверстие вставляете штангер-циркуль, сейчас я вам покажу, как это делается, и замеряете зазор между корпусом шаровой опоры и пальцем, то есть металлической частью пальца. Но это можно сделать только при определенной конструкции шаровой опор. Поэтому вы не думайте, что если у вас там есть в шаровой опоре отверстие, то вы обязательно сможете это сделать замер. Дело в том, что если шаровая опора устроена так, что у нее пластик полностью внутри залит, он обволакивает со всех сторон металлический палец, то никакой замер вы не сделаете, вы будете просто упираться в пластик. Вам нужно для замера именно упереться в металлическую часть пальца. Имейте в виду, что очень многие шаровые опоры сейчас делают с отверстиями для понтов. Даже бывает так, что там таводница какая-нибудь прикрученная, типа можно прошприцевать. Ничего подобного. На самом деле вы ничего не прошприцуете, там все будет просто залито пластиком наглухо. И никакого пространства внутри нету. Просто через это технологическое отверстие забили туда пластик. Ну и потом, как бы для красоты, чтобы подороже это было, интереснее, конструктивно выглядело для людей, еще таводницу прикручивают. Так что вот имейте в виду, не факт, что вы сможете таким образом замерить износ. Конечно, вы можете сделать так, вы можете взять, просто тупо просверлить отверстие или просверлить этот пластик до металлического пальца и сделать замер. Но опять-таки вам нужно откуда-то взять какие-то данные, чтобы вот эту разницу вычислить. Потому что, например, шаровая опора может как-то нестандартно быть сделана, и вы просто не поймете, увеличен там зазор или уменьшен. Так что лучше всего простым русским способом беретесь и дергаете просто вручную и проверяете, как у вас там есть стуки или нет. Кстати, на классике еще есть такой момент, чтобы хорошо полностью на 100% шаровую опору нижнюю проверить, вам придется... Вы, конечно, можете ее проверить там монтировкой и так далее, как все есть. Но лучше всего, конечно, на 100% проверяется. У нее износ это так. Вы верхнюю шаровую опору снимаете, то есть убираете, колесо скидываете. И потом просто берете за ступицу и дергаете шаровую опору во все стороны, вверх-вниз. Вы тогда уже почувствуете точно, какой у вас там износ шаровой опоры. Это уже наверняка. Но, конечно, если вы все вот это разберете, открутите, то у вас будут чесаться руки просто шаровые поменять на новые. Так что не знаю, насколько это эффективно все делать, кто это захочет делать, но такая методика существует. Существует даже технология ремонта шаровых опор, в каких-то, скажем, дорогих иномарках, где, во-первых, возможно, даже неудобно снимать шаровые опоры, или если вы ее снимете, то она меняется, например, вместе с какой-то конструктивной частью, может быть, там какой-то рычаг или еще что-то, и это может быть дорого. Тогда делают так: восстановление шаровой опоры, просверливают отверстие шаровые, и существует специальная технология, сейчас я вам покажу ее. Просто туда загоняет пластик. Пластик, он обволакивает металлический шар пальца, полностью палец обволакивает. Конечно, это все надо делать правильно, ровно. Этот пластик выгонит там все ненужное изнутри. И как бы будет такая новая шаровая опора, 1000 на 25 ее хватит. Можно будет ездить.
То есть это я не знаю, я не пробовал как делать, но я просто предполагаю, что это можно сделать даже без съема шаровой, просто на месте. Ну, если можно подлезть. Но я не думаю, что это на Ниве понадобится делать, или на классике у нас шаровые опоры не бешеных денег стоят, поэтому мы просто их меняем и все. Хорошая качественная опора, если у нее пыльник не поврежден, ходит очень долго. Тем более, если сильно больших нагрузок на автомобиле нету, может и 100 тысяч пройти вообще без проблем. Но если пыльник порван, трещина какая-то или, скажем, какой-то прокол, то, конечно, тогда в шаровую будет попадать грязь, вода, песок, и шаровая опора достаточно быстро выйдет из строя. Ну, это любой механизм, если у него поврежден пыльник, выйдет из строя. Если у нас, к примеру, шаровая опора имеет повреждение пыльника, даже трещина, но вы ездите в основном, скажем, по асфальту, в грязь какую-то, в песок, в броды не заезжаете, то даже с поврежденным пыльником шаровая опора будет очень долго выходить из строя. То есть можно бесконечно долго на ней ездить. Но это все, конечно, зависит от ситуации. Поэтому, если у вас пыльник поврежден, то лучше всего по-быстрому заменить, иначе вам потом придется менять всю шаровую опору. Но, с другой стороны, шаровая опора не такая уж и дорогая. Если вы сделаете всю вот эту процедуру со съемом шаровой опоры, то, в принципе, можно просто новую влепить. Но замена пыльника, наверное, в том случае, если у вас опора, ну, можно сказать, почти новая, тогда просто пыльник поменяете. Но если есть какой-то уже износ, то просто поменяйте на новую. Не надо пыльник менять отдельно. В общем, здесь уже все по обстановке, как вам больше всего нравится. Когда шаровая опора расположена вот так вот, то есть верхняя, получается, что вот сюда вот под резинку, когда вы едете по бродам, в общем, грязь, она летит сверху вниз, и вода стекает тоже сверху вниз. То есть, получается, туда под резинку не попадает вода внутрь шаровой опоры. Тем более, еще структура у самой резинки, край, он такой немного выпуклый, но вот смотрите на рисунке. И он хорошо прилегает к рычагам. Получается, что вот эта шаровая опора у нас максимально выгодно расположена. Если шаровая опора нижняя, например, на классике, она перевернута наоборот, и на многих иномарках так сделано, что получается у нас вода попадает в шаровую опору даже не из-за того, что резинка порвана, имеется в виду вот этот пыльник порван, а просто из-за того, что он задубел, и просто через край даже целого пыльника вдоль пальца попадает вода внутрь шаровой. И шаровая, естественно, накрывается туда, и вода, и пыль попадает, и так далее. То есть уже получается чисто от старости шаровая опора начинает разрушаться вот из-за резинки. Ну что, процедура то же самое. Разгружаем подвеску шаровой опоры. Я уже закрутил до конца, до упора, новую ступичную гайку. И никаких проблем я не чувствую. Ну, моих дрищевых сил не хватает. Нормально. Вроде бы все нормально. Ничего не чувствую. Слава Богу. Возникает вопрос, когда, при каких условиях начинать думать о том, что пора бы заменить шаровые опоры. Ну, я думаю так, что если вы почувствовали такой уже какой-то ощутимый износ, то резину тянуть не стоит. Нужно в ближайшее время планировать замену шаровых опор. Конечно, если у вас все шаровые опоры были заменены одинаково, пыльники у всех опор целые, то лучше всего, мое мнение, менять их все 4 сразу в одно время. То есть не надо менять там верхние, нижние по отдельности. Сразу все 4 поменял, и все. На мой взгляд, это примерно так. Если у вас опора где-то находится до среднего уровня износа, то можно еще резину потянуть при желании. Если вы ездить будете по асфальту, где-то, может быть, за городом,
по гравийке, какие-то не сильно большие нагрузки по пересеченной местности, не будет у вас сильно гружен автомобиль, вы не будете где-то на больших скоростях, на крутых поворотах нагрузки давать автомобилю по серпантинам и так далее, то можно еще резину потянуть, поездить. Но желательно все-таки уже задумываться о замене. Но вот если вы планируете какую-то серьезную поездку, путешествие, экспедицию, то даже если у вас опоры имеют, скажем так, процентов 30 износа, то желательно их все 4 поменять на новые перед этой поездкой. Потому что у вас предположительно во время этой поездки в путешествиях будут большие нагрузки у автомобиля. И желательно, чтобы у вас запас прочности у опор был хороший, чтобы вам хватило на всю поездку и не было проблем. То же самое касается, естественно, и подшипников, ступицы и так далее. И вообще, если вы планируете какую-то серьезную поездку, экспедицию там в горы, в грязи и так далее, желательно вообще просмотреть весь автомобиль. И если у вас что-то имеет 50% износа, то надо все это поменять. Это и реактивные тяги, и карданы, крестовины, в общем, все посмотрите. В поездке у вас должно быть все тип-топ, чтобы у вас машина нагрузки выдержала. Не надо было вам потом в поездке что-то там менять. Но это чисто на ваше усмотрение, ну, я всегда так делаю. Серьезная поездка, я меняю все, что вот хотя бы имеет какой-то ниже среднего даже износа, процентов 30-50 износ есть, я уже смотрю, что мне надо менять. Ну, а если больше 50%, тут уже гадалки не ходи. На этом все. Желаю всем приятных путешествий, счастья, здоровья. Все, а мне пора уже собираться. Солнце на закате, как обычно.